Привет всем! В этом видео расскажу про цифровой эндоскоп. Заказывал его на AliExpress, ссылочку оставлю в описании. Кто хочет купить качественный недорогой эндоскоп, то я думаю, эта моделька вам понравится. Сейчас я покажу, как она работает, как подключается, что идет в комплекте и как она показывает. То есть все вы можете увидеть в этом видео. Эндоскоп идет в вот таком пластиковом кейсе. Кейс жесткий, форму свою держит. В нем можно хранить, транспортировать. И эндоскоп надежно защищен в нем, то есть ничего с ним не случится. Идет вот такая ручечка для того, чтобы можно было его переносить. С одной стороны у нас лежит сам эндоскоп, а с другой аксессуары, которые идут к нему, инструкция, комплект насадочек, кабель для зарядки. В эндоскопе у нас кабель жесткий, он свою форму держит, то есть его можно распрямить и он будет ровно держаться. Но это зависит от длины, потому что если на большую длину, то он все равно начнет провисать. Но если небольшое расстояние, то он не провисает, форму свою держит. Если вы хотите на большое расстояние и вам жесткости кабеля недостаточно, например, 1,5 метра, он, конечно же, начнет провисать. Либо вам будет сложно попасть в какое-то узкое отверстие, он будет трястись, то у нас в комплекте идет вот такой монопод раскладной. Он идет как телескопическая антенна, раскладывается, длина его 1,5 метра. Здесь на краю крепление для камеры. Камера у нас идет с вот таким пазиком. И можно будет его одеть и защелкивается. И все. У нас камера надежно закреплена на моноподе. И уже более удобно использовать. Можно в какое-то узкое, там, например, отверстие нужно на потолке его засунуть. Но достать без селфи-палки сложно. А с помощью монопода этого, то в принципе очень удобно. Монопод жесткий и можно точно попасть в цель. Отщелкивается тоже очень просто. Можно снять его отдельно от крепления. Запасные крепления идут в комплекте. Если оно сломается, лопнет, оно пластиковое, можно где-то зацепиться, застрять, то здесь у нас есть запасные в комплекте держатели. Вот их несколько штук. Также само цепляется магнитик, зеркальце под углом 90 градусов и крючок. В комплекте идет и два запасных крепления, то есть если она сломается, можно будет заменить. Это у нас кабель для зарядки, микро USB и инструкция. С инструкцией вам понадобится приложение, посмотреть какое, скачать, установить на ваш смартфон. Данный эндоскоп работает либо с андроидами, либо с айфонами. Можно макбуки, на Windows программы нет, то есть к компьютеру его и к ноутбуку подключить нельзя. Длина провода в данной модели идет 3,5 метра, но при выборе, когда вы заказываете продавца, там есть разные варианты, вы можете выбрать и другую длину. Диаметр камеры самой, вот этого колпачка, идет 8 миллиметров, светодиодная подсветка есть. Эндоскоп включается с помощью кнопочки включения. А вторая кнопочка, это кнопочка, чтобы сделать снимок. Это у нас ручка регулировки яркости подсветки светодиода. Вот она, крутите, и она регулируется. С этой стороны у нас разъем для зарядки. Если эндоскоп разрядился, то вы можете его зарядить либо зарядным от телефона, либо от пауэрбанка. Ну, в общем, любые 5 вольт сюда подключается и заряжается. Для работы с эндоскопом нам понадобится смартфон. Приложение Wi-Fi Look я уже скачал с Play Market. Можно также скачать с App Store, либо отсканировать QR-код с инструкции. Вот мое приложение. Теперь нужно добавить в Wi-Fi наш эндоскоп. Он называется Wi-Fi Look. Заходим в настройки и выбираем вот эту точку доступа. Нажимаем подключиться. Идет подключение. Высветилось подключено. Теперь нам нужно зайти в само приложение. Заходим в Wi-Fi Look. И вот сразу изображение с эндоскопа передается на телефон. Сейчас мы посмотрим, как оно фокусируется. Вот для примера я буду наводить на инструкцию. Нужно будет правильно развернуть, чтобы текст был не вверх ногами. Вот так вот направляем. И фокус получается у нас
четкое изображение, если мы смотрим на расстоянии где-то 3 сантиметра. Если приближаем ближе, то мутнеть начинает изображение. Оно рассчитано на фокус где-то 3. И дальше вот мы отводим где-то 5, 7, 10 сантиметров. У нас передача изображения идет четкая, потому что если мы будем отводить дальше, то уже качество будет ухудшаться. Вот, а при близком расстоянии, где-то от 3 до 5 сантиметров, у нас изображение четкое. Подсветка у нас регулируется, то есть можно включить поярче, потемнее. Регулируется вот с помощью вот этой рукоятки. И с помощью кнопки мы можем сделать снимок. Навели, сфокусировали, нажали, и у нас кадр сохранился. Также в приложении есть запись видео, то есть вот сейчас у нас записывается все, что перед камерой происходит. Идет запись эндоскопа, можно просматривать в галерее сохраненные записи и снимки. Тут у нас есть переворот экрана. Если мы куда-то вставили эндоскоп, он показывает вверх ногами, то вы можете с помощью вот этой кнопочки переворачивать изображение. И здесь есть настройки. В настройках у нас выбирается качество изображения. Это в зависимости от мощности телефона. Например, если у вас 1600 на 1200 вы выбрали, и у нас телефон слабенький не тянет, начинает изображение подтормаживать, то можно уменьшить разрешение. Но в принципе вот на 2 гигабайта сейчас смартфон, то в принципе зависаний никаких нету. И в принципе оно не лагает, не тормозит, а показывает четко. Вот так работает данная модель эндоскопа. Ссылочку на него оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.